Всем приветик! Я в этом видео хочу показать вам и попробовать, поэкспериментировать, сделать жидкий силикон. Хочу его сделать еще как краску, добавить в него краски и сделать силиконовую краску. И покрыть детали этим жидким силиконом и посмотреть, что из этого получится и как он держится на пластике, на металле и так далее. Значит, перед тем, как растворять, разводить наш силикон, надо посмотреть характеристику нашего силикона. Лучше всего надо, чтобы он был бы уже прозрачный, смотреть, чтобы он был эластичный, чем он разбавляется, с чего он состоит, чтобы знать, как его и где и чем разбавить. Чтобы выдерживал бы разные перепады температур, хотя бы, чтобы было бы от минус 20 до плюс 150. Еще надо обратить внимание, к чему он хорошо клеится. Это все зависит от нас, смотря куда мы его планируем наносить, когда мы его сделаем жидким, на какой материал. Ну что, давайте попробуем. Берем наш силикон и в нашу посуду немножко выдавливаем силикона. Вот сколько я силикона выдавил в 200-граммовую емкость. Дальше добавляем растворитель и опять же мешаем и колботим и растворяем его. А потом будем его тестировать, наносить на разные вещи. Практически растворился наш силикон. Получилась вот такая однокомпонентная жидкая масса. Еще чуть-чуть поколботить и пробовать наносить на деталь. Итак, наш силикончик практически уже готов. Немножко я ему дал постоять. Давайте еще чуть пусть он постоит. Подготовим детальки и попробуем нанести его. Итак, наши детальки обезжирили. Конечно, можно жидкий силикон заправить в баллончик и наносить его с помощью баллончика. Но так как у меня есть покрасочный пистолет, его буду наносить с помощью покрасочного пистолета. Так, открыли наш готовый силикончик уже жидкий. Влили. Давайте попробуем нанести его на деталь. Включаем воздух. Видно, что покрылось тоненьким слоем. Вот, видно, что покрылось тоненьким слоем. Давайте еще добавим. Как будто лаком мы покрыли, блестит. Теперь давайте эту деталь положим, пусть сохнет. Давайте теперь еще положим тоненький слой на пластик, на фару. Посмотрим, как он будет держаться на пластике. Уже переборщил по центру. Ну, ничего страшного. Вот, как видим, блестит. Тоже выглядит, как будто лаком покрыли.
А по-настоящему жидким силиконом должен он превратиться в тоненькую резину. Тоже ложим, пусть сохнет. У нас осталось жидкого силикона. Давайте теперь в этот жидкий силикон добавим краски. Краска должна быть, ту, которую будем добавлять, именно которая растворяется в растворителе. Я просто возьму серебряной краски баллончик и добавлю его прямо в наш жидкий раствор, жидкий силикон. И этим же самым я его подкрашу на серебряный цвет. Как видим, получилась серебряная краска на основе силикона. Давайте попробуем что-нибудь покрасить. Вот я имею такой жестик кусочек. Давайте попробуем его покрасить нашей силиконовой краской. Замало чуть-чуть краски. Получилось типа металлика. И как будто сразу она полакована. Кстати, красиво выглядит. Данная краска наша, самодельная, так сказать, будет служить как антикоррозийная, так как она превращается в резиновую. И получается покрыта как и краска, так и резиновой пленкой. Давайте добавим еще чуть-чуть. Так, у нас еще есть. Давайте добавим еще чуть-чуть красочки. Красим дальше. Вот мы добавили краски, и сразу заметно, что серебряного побольше стало. И как красиво выглядит. А вот где было до покраски нашей. Вот. А вот где мы покрасили нашей такой силиконовой краской. Красивенько выглядит, мне нравится. Как видим, ребятки, работает такой способ покраски. Как видим, наш жидкий силикончик и с краской смешанный, и без краски уже немножко подсох. И давайте теперь посмотрим, насколько образовалась наша резиночка. Мы покрасили жидким силиконом нашу фару. Вот как видим, видно, что покрыта резиночкой, вот видно сразу. Давайте попробуем ножиком снять эту резиночку. Здесь на фаре покрыта чистым жидким силиконом, без добавки краски. Как видим, снимается вот резиночка. Это жидкий силикон. Здесь очень тоненький слой. Видите? Покрыто. Как видите, рукой глажу в том месте. Вот. Не хочет сниматься. Давайте посмотрим на металле. Также жидкий силикон без краски. Давайте попробуем царапнуть. Тоже тоненький слой нашей резиночки есть. Вот. Как видим. И вот наша деталька, которую мы покрасили жидким силиконом, в который добавили серебряной краски. Вот как получилось. Немножко, конечно, грязи попало теперь, когда сохло.
Вот как было. Вот как теперь. Если побрызгать воды на эту деталь, покрытую нашим силиконом, неважно, с краской или без краски, вода должна не впитываться в нашу краску. Как видим, вода стекает, но в краску нашу, наш силикон, она не проникает, не впитывается. Видите? Давайте также попробуем сцарапать наш силикон, нашу резиночку, краску. Здесь очень тоненький слой. Вот. Видно, что есть резинка. Вот. Видите? Рукой если снять не получается. Видите, как присыхает? Пристает, приклеивается к металлу. Вот наша резинка. Как видим, все-таки возможно растворить, разбавить силикон и сделать его жидким, и нанести его с помощью покрасочного пистолета на деталь. И когда он высыхает, он превращается в резиновую пленку. Можно добавить в этот наш жидкий силикон краски, и получится совместно и покрашено, и покрыто резиночкой. Этот жидкий силикон хорошо наносить в те места, где очень сыро и всегда попадает вода. Допустим, на автомобиле, на кузов, на арки, на пороги и так далее, где всегда непосредственно попадает вода, влага, и ее много, и часто очень ржавеет и прогнивает наши пороги и арки. Ну, как-то так, ребятки. Короче, все. Всем пока.